Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как связать вот такую вот сумочку с узорчиком. Красивые такие цветочки. Пряжа у меня джут. И вот такая вот небольшая. Можете сделать и побольше. Я буду вязать в 2 нити, и крючок у меня номер 4. Можно взять даже номер 5, будет еще лучше. Набираю цепочку из 16 петель, и получится она вот такая вот небольшая, как бы. И чтобы была больше, значит, нужно набрать сейчас больше петель, 20-25, да. Если это какая-то пляжная, то вот как раз петель 25 примерно нужно. У меня это 16 петелек, и теперь вяжем в обратную, во вторую от крючка, провязываем столбик без накида. Сейчас полностью нашу цепочку нужно провязать столбиками без накида. Довязали до конца, и в последнюю петельку нам нужно провязать 3 столбика без накида. Сейчас мы с вами вяжем донышко нашей сумки, и оно будет овальное. Квадратное и круглое у меня уже есть, можете посмотреть, найти у меня на канале. 3 столбика без накида провязали, ввязываем наш кусочек, остаток пряжи сразу, и провязываем следующие все петли по одному столбику без накида. Довязали почти до конца, последняя петля, и в нее мы будем провязывать 2 столбика без накида, потому что наша первая уже есть. В итоге у нас получается их 3. И отмечаю свой вот этот вот с той стороны, да, получается, с правой стороны первый столбик, чтобы не потерять. Теперь в эту первую петельку я провязываю 2 столбика без накида, и первую петлю мы отмечаем маркером. Это у нас получается, делаю ряды без петель подъема, без соединительных петель, просто по вот просто провязываю, в общем, столбики без накида. Дошли до 3 этих петель, и в каждую из 3 петель мы провязываем по 2 столбика без накида. Старайтесь маркера от правой стороны и от левой стороны, чтобы они были от начала ряда и как бы, да, другой стороны ряда, чтобы были разные. В каждую петельку по 2 столбика без накида, и мы их отмечаем, первую петельку. В них, где у нас петли, где у нас маркера, мы будем делать прибавки. Таким образом наш овал будет увеличиваться. Теперь до следующего маркера, почти до конца ряда, провязываем по одному столбику без накида. Провязали мы до следующего маркера, и теперь в маркер мы провязываем 2 столбика без накида и возвращаем наш маркер в первую петлю. Здесь мы также должны провязать как бы 3 петельки, да, но первую в начале ряда мы уже провязали, и теперь у нас осталась только вот 1 вторая. Мы также сделали одну эту прибавочку, и вот у нас уже что получается. Теперь также в маркера будем делать прибавки и 1 столбик, прибавка, 1 столбик, потом будет прибавка 2 столбика, прибавка 3 столбика, и таким образом, пока вас не устроит ваша длина и ширина. В моем случае это так, длина 23-24 сантиметра и ширина вот 13-14 сантиметров. Теперь что мы делаем дальше? Между петлями у меня, кстати, по
4 по 4 петли между прибавками. Теперь вяжем мы наш ряд по кругу без 3 ряда нам нужно провязать без прибавочек. Все, можно будет маркера убирать и просто по кругу вяжем 3 рядочка. Вот я провязала. И теперь смотрите, наше вязание поделили пополам. И вот по краям также между маркерами у меня получается по 8 петель. По бокам у меня получается по 25 петель. Вот в эти маркера мы сейчас в этом ряду нужно сделать прибавку для того, чтобы у нас сумочка шла не просто прямо. Если хотите просто прямо, прибавки не делаем. Если хотите, чтобы она немножко как бы в ширину вот так вот шире становилась, в общем, тогда нужно делать вот эти вот прибавочки. Если будете вязать без узора, без этих цветочков, тогда делаем эти прибавочки через каждые 2-3 ряда. Я вот в эти маркера сейчас делаю просто прибавки. И потом после этих прибавок нам нужно связать еще пару рядов без прибавок, просто по кругу. Итак, теперь начинаем делать наш узор. Сразу в первую петельку делаем накид, вытаскиваем рабочую нить и провязываем первые 2 петли. Накид, опять вытягиваем рабочую нить и протягиваем 2 петли и потом провязываем все остальные. Делаем 3 воздушные петли подъема, делаем накид и сюда в ножку провязываем столбик как бы с одним накидом. Так, теперь сюда же мы повторяем нижний рисунок. Накид, туда же в эту же петельку 2 провязали, накид, вытаскиваем рабочую нить, 2 провязали и провязали все вместе. Вот у нас получился пол цветочка такого. Теперь 3 петли пропускаем, 1, 2, 3, и в 4-ю нам нужно делать все то же самое. Делаем накид, провязали 2 петли, накид, провязали 2 петли, получается у нас 2 столбика с одной верхушкой. 3 петли подъема и в ножку провязываем столбик с одним накидом. И теперь сюда же отправляем еще эти 2 таких столбика с одной верхушкой, они с накидом, да? Вот, и провязался у нас уже 2. По кругу мы провязываем все то же самое. Вот такое вот у нас получается. В конце что мы делаем? Мы провязываем, вернее соединяем соединительной петлей. Вот таким образом. Делаем 3 воздушные петли подъема и сюда же провязываем 1 столбик с одним накидом. Это у нас будет половинка нашего цветочка. Между цветочками у нас есть петелька, и мы в эту петельку вяжем этот же наш половинчатый цветочек. Делаем с одной верхушкой 3 воздушные петли подъема, сюда же столбик с одним накидом. Так, и теперь где наше вязание начиналось, туда же провязываем с одной верхушечкой столбики с накидом. Вот таким образом. Следующее, также между этими цветочками у нас получается петелька, и следом теперь также по кругу провязываем в эти петельки наши такие вот половинчатые цветочки.
И вот у нас что получается. Такой полноценный раз, два, три, четыре, пять, шесть шестиугольные такие вот шестилепесточные цветочки. Теперь у нас в конце, что у нас в конце остается? Сюда же в начало ряда провязываем наши накиды с одной верхушкой. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема и в ножку столбик с одним накидом. И все это дело нам нужно теперь соединить вот таким образом. И у нас получается также законченный цветочек. Так, ну от того, что у меня джута не осталось, я решила эти цветочки сменить вот на такой цвет. Вы можете также связать дальше либо джутом, либо можно это вязать из ниток макраме и рафии. Добавляйте. Теперь что мы делаем дальше? 3 петельки, 3 столбика без накида и 2 воздушные петли подъема. Вот в эти верхушки наших цветочков. Теперь следующий у нас 2 столбика без накида и 2 воздушные петли подъема. У меня получилось этих цветочков 18 штук. Значит, на одну сторону у меня получается по 9. Разделяю свои цветочки и по центру, в центре 3 и с одной стороны и с другой стороны по 3, как бы я их оставила. Первый и третий, получается, в них мы будем делать прибавки. Первую в самом начале мы ее уже сделали. Сейчас я буду подходить ко второй. Итак, дошла я до своего, где у меня прибавочка должна быть, и провязываю сюда 3 столбика без накида. Тем самым я просто свое полотно расширяю кверху. 2 воздушные петли подъема. Теперь следующую мы как бы ее пропускаем, сюда прибавку не делаем. Делаем 2 столбика без накида и 2 воздушные петли подъема. А вот следующую также делаем 3 столбика без накида. И 2 воздушные петли подъема. Теперь дальше я буду вязать по 2 и дойду до своего маркера. Туда я также сделаю прибавочку. После этого ряда нам нужно будет провязать потом полностью еще 2 рядочка просто столбиками без накида, уже без прибавочек, без ничего. Вот что я сделала. Провязала еще 2 рядочка. И теперь я сделаю еще одну прибавку. Также делим вязание пополам. Между теперь петельками у нас должно получиться 10 петель. И провяжем еще по одному, можно провязать один последний столбик без накида. Теперь я разделяю на ручки. Делю вязание пополам и отсчитываю как бы даже не то, что пополам, а на 4 части. И из этих частей отмечаю, где у меня будут ручки. У меня получилось от начала моего центра 13 петель, потом между ручками у меня 12 петель, до следующей половинки у меня 13 петель, и так по кругу 13, 12, 13. Теперь ряд я начинаю вязать соединительными петлями. Вот этот один ряд я провяжу соединительными петлями.
Следующий ряд мы провяжем также соединительные петли. Я вяжу за заднюю стеночку и дойдем до маркера, где у нас вот ручка. Для ручки я набираю 26 петелек. Можно провязать просто двойное число. Допустим, если у меня между ручками еще 12 петель, значит можно набрать всего 24. Я подумала, я забыла там, что у меня 12, я сделала 13, поэтому у меня получилось 26. Можно сделать 24. Ну, если хотите подлиннее ручки, можете сделать и длиннее. Набираю 26 и подсоединяю к следующему маркеру и продолжаю вязать дальше столбиками, такими соединительными петлями до следующего маркера. Также наберу 26 петель и дойдем до конца ряда. Следующий ряд также соединительными петлями дошли до ручки, одну нижнюю петельку пропускаем и провязываем соединительной петлей. Теперь нашу ручку нам нужно также обвязать соединительными петлями. И после этого можно провязать еще ряд соединительными петлями. Можно вообще больше не обвязывать. Можете, не знаю, провязать не один, а 2 и 3 как бы рядочка. Уже смотрите по своему вкусу, как вам больше нравится. Со второй стороны у ручки тоже не забудьте оставить одну петельку, как мы сделали и с другой стороны. И продолжаем вязать. Тараторила. В общем, получилось все так быстро. Надеюсь, все понятно. Что непонятно, спрашивайте. Ну и ставьте пальчики наверх, подписывайтесь. Всем пока-пока.